Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. За окном вторая половина сентября, и пора задуматься об осенних посадках лука на зиму. Скажите, вы задавались этим вопросом? У меня это событие входит в список обязательных дел осенью, и поэтому я готовлюсь к нему основательно. Я думаю, вы знаете, что для посадки лука на зиму необходимо использовать озимые сорта лука. В той климатической зоне, где живу я, посадки озимого лука осуществляют после 14 октября, когда фиксируются первые минусовые температуры ночью. Это лучший период для посадки лука-севка на зиму. Земля еще не мерзлая, лук в рост не идет, зеленую массу не наращивает, но хорошо укореняется и ждет будущей весны. Озимый лук отличается от обычного лука тем, что он прекрасно переносит низкие температуры. Если снежного покрова нет, лук прекрасно переносит понижение температуры до минус 15 градусов Цельсия. А вот если есть небольшой шар снега, то лук спокойно может переносить понижение температуры до минус 23 градуса Цельсия, и при этом он не замерзает. Какие почвы любит лук? Для посадки лука нужны хорошие, структурированные, легко влагопроницаемые, суглинистые или супесчаные почвы. Тяжелые кислые почвы ему не подойдут. Еще один важный момент, который нужно знать, планируя посадку озимого лука, это список растений-предшественников, которые росли на этом участке до него. Лучшие растения, которые предшествуют посадке лука, это картофель, капуста и огурцы. Чтобы получить хороший урожай лука следующей весной, надо подготовить участок уже сейчас. Что же следует сделать? Первым делом перекопайте участок на глубину 15-20 см. Затем его надо удобрить. Для этого подойдут органические удобрения, компост или перегной. На 1 квадратный метр участка под посадку лука необходимо внести 1 ведро компоста. Также нужна зола, но золы нужно немного, 1,5 ведра на 10 квадратных метров. Если же с органическими удобрениями довольно сложно, их можно заменить минеральными. Вот примерная схема внесения минеральных удобрений для озимой посадки лука. На 1 квадратный метр почвы нужно 10 граммов аммиачной селитры, 40-50 грамм суперфосфата и 25-30 грамм сернокислого калия. Это все. Если же участок, отведенный под лук, не очень плодородный, на каждый квадратный метр можно внести еще 3-4 килограмма перепревшего перегноя или птичьего помета. В чем же привлекательность посевов озимого лука? Все дело в том, что обычно посадка такого лука происходит в октябре, в ноябре, а вот сбор урожая начинается на 2-2,5 месяца раньше, чем если бы вы сажали лук весной. Луковицы, посаженные осенью, вырастают довольно больших размеров, они сочные, имеют нежную мякоть, а главное, из такого лука можно получить нежную, сочную зелень очень рано, в чем и заключается преимущество осенних посадок. При благоприятных условиях с каждой сотки земли можно получить 250-300 килограммов урожая лука. В одном из своих следующих видео я расскажу о сортах лука, которые высаживаю осенью, чтобы получить хороший урожай весной. А на этом у меня пока все. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забудьте подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Скоро увидимся!